Всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Добро пожаловать на Outdoor Tactical. Сегодня по вашим просьбам на обзоре у нас будет сравнение двух американских пайков на один прием пищи. И это пайки Long Range Patrol. Да, не обращайте внимания, что они выглядят несколько по-разному. Все дело в том, что этот паек 1974 года производства. Ему, друзья, 45 лет. И его нам прислал наш очень хороший друг и товарищ и коллега по цеху Натан с канала Nathan's MRE. Канал отличный. Еще раз повторяюсь, те, кто знает английский язык, обязательно зайдите на этот канал. Посмотрите, у него огромное множество всяких обзоров на разные интересные рационы питания стран мира. И второй, тоже Long Range Patrol, паек 2006 года. Ему 13 лет. Этот паек нам прислал также наш хороший знакомый Old Smoky с канала Old Smoky. На канале та же тематика. Сухие пайки. Каждую неделю он делает лайвстримы, очень интересно, где собирается достаточно много людей, которые интересуются данной тематикой. Там можно узнать много интересного и нового для самого себя. Так что заходите на канал, подписывайтесь. Все ссылки на эти оба канала будут в описании под этим видео. И если вам понравится этот канал, давайте встречаться на лайвстримах, которые делают Смоки. Итак, немножко информации по поводу этих пайков. Это не MRE, то есть в MRE основное блюдо готово к употреблению уже сразу. Здесь же основное блюдо дегидрированное. Данные пайки выпускались и до сих пор выпускаются для спецподразделений армии США. Начало даты выпуска этих пайков, конкретной прям точной информации я не нашел, хотя заходил на сайт Министерства обороны США. Там пишется, то ли это 1964, то ли это 1966 год. Но причина одна. Дело в том, что спецподразделения армии США, участвующие во Вьетнамской войне, пожаловались на то, что им сложно и тяжело с собой в тыл врага носить пайки, которые существовали на данный момент в армии США. Это были пайки MCI и только-только поступившие в армию США как раз таки уже стандартные пайки MRE. Поэтому правительством и Министерством обороны США было принято решение создать совершенно новый, крайне легкий сухой паек для своих спецподразделений. И этот паек стал Long Range Patrol. Стандартные рационы питания MRE весят где-то 850-870 грамм. Но про MCI мы говорить вообще не будем, потому что это был очень тяжелый паек. Это была вот такая картонная упаковка. И он был, точнее, состоял из консерв. Соответственно, его вес был нереально тяжелый. Эти пайки практически вдвое легче, чем стандартный MRE. В данном случае этот паек весит 475 граммов. А этот паек я взвешивал вчера дома, весит 308 граммов. На самом деле, мне очень любопытно. У нас уже был обзор на Long Range Patrol более Нового года. По-моему, это был 2016. Вот ссылочка на него, посмотрите. Я думаю, что вам будет интересно. Но мы давайте приступим к обзору и сравнению вот этих вот двух пайков. И начнем мы, наверное, с пайка 1974 года. Достаточно плотная упаковка, как я и сказал, вес 308 граммов, меню номер 2. И главное блюдо это чили корн карне или карн карне, как кто произносит, не надо там в комментариях особо умничать. Произведен он Cadillac Products Incorporated. То ли Мичиган, то ли Миссури, непонятно. Здесь, друзья, видите, вот такая вот разрез, да, можно сказать, для того, чтобы открыть этот паек.
Однако уже в более современных версиях здесь наверху, в этом пайке, вы такой надрез не увидите. Здесь есть, я не знаю, насколько хорошо вам видно, вот такой вот треугольничек. И, собственно говоря, тут написано Peelable Seal. То есть открывать здесь открывается современный LRP. Так же, как и MRE, просто потянув за края. Достаточно легко. Здесь же придется просто надрывать. И некоторыми потом усилиями открывать этот рацион. Давайте достанем содержимое. Мне самому интересно. Честно говоря, это супер редкий паёк для России. Да и в Америке его достать тоже достаточно проблематично. Поэтому интерес у меня неподдельный. Тем более 45 лет пайку. И первым, что мы тут видим, это Accessory Pack номер 2. И состав его перечислен здесь на упаковке. В такой вот картонке, господи, вот в таком вот виде идет, собственно говоря, само главное блюдо. Чили кон карне. Dehydrated Cooked. 170 граммов. Oregon Freeze Dry Foods Incorporated. Albany, Oregon. Все в вакуумной упаковке, друзья. 74 год. Посмотрите, вакуумная упаковка, до сих пор она не нарушена. Все достаточно плотно здесь. Я думаю, что блюдо могло сохраниться действительно в достаточно неплохом состоянии. Вот так вот. Здесь у нас туалетная бумага. Или салфетки, как угодно. И вот такая необычная белая ложка. Такая old school ложка американская. Достаточно интересно. Что касается пайка 2006 года. Ну, во-первых, это меню номер 6. И здесь Seafood Chowder. То есть он с морепродуктами. Производство компании Ворник, Цинциннати, Огайо. Здесь первым делом нас встречает Seafood Chowder. Собственно говоря, основное блюдо. Как вы видите, уже совершенно другой пакет. 126 граммов. Идет у нас Shortbread Cookies. Небольшой такой пакетик. Честно, 43 грамма. Ну, достаточно легкий, но по всей видимости тут уже полный капец пришел ему, потому что там все как порошок. Smoked Elements. Орехи. И здесь у нас 19 грамм. Все тоже в вакууме. Все достаточно плотно. Упаковка не нарушена абсолютно. Стандартная уже ложка, которая идет в рационах MRE. Но они сейчас, такие ложки, идут во всех рационах американских. Соответственно, у нас Beverage Base Powder Lemon and Lime. Лимоново-лаймовый напиток. Упаковка овощных. Первый раз вижу овощные крекеры, что достаточно интересно, на мой взгляд. Фруктовый микс. Фруктово-ореховый микс. 56 грамм, что, кстати, достаточно неплохо. Так, пакет пуст. И здесь у нас пакет с мелочевкой. Давайте посмотрим, что же находится там внутри. Первым делом табаско. Вот табаско, друзья, это вот меня он всегда радует в любом рационе питания, потому что мне действительно нравится этот соус. Йодированная соль 4 грамма. Сливки для кофе. Рулон туалетной бумаги или салфеток. Это уж кто для чего это будет использовать.
а точнее их целых 2. Что, кстати, очень странно. Первый раз вижу в американском рационе две упаковки для салфеток. Точнее, салфеток. Еще одна влажная салфетка. Сахар. Здесь у нас 4 грамма. Кофе Диарио. Вот такой кофе я вообще вижу впервые на самом деле, потому что обычно кофе у них идет, ну, в таких же пакетах, где написано там кофе Type 1, Type 2, Type 3. Это что-то из прошлого. Коробок спичек и две жвачки. Ну что же, паёк старого образца выглядит крайне скромным по сравнению с новым вариантом данного пайка. Здесь, в принципе, только одно основное блюдо и кофе, и вот один батончик. Причем у меня руки сейчас пахнут просто кокосовым маслом на самом деле. Безумный такой запах стоит. Я думаю, что этому батончику уже давным-давно пришел большой белый пушистый писец. Если посмотреть на более современный паёк LRP, а сейчас они производятся точно такими же, то есть по составу все то же самое, то можно по большому счету сказать, что это прям all-inclusive. Здесь есть практически все, что тебе нужно. Кстати, про all-inclusive. Друзья, если вы не знаете такой канал, ссылочка на него будет в описании под видео. Обязательно зайдите, посмотрите. Канал на русском языке. Парень живет в Германии. Его зовут Олег. Снимает интересные, подробные, качественные видео про сухие пайки и не только. Мы с ним давно дружим. Отличный канал, отличный парень. Я думаю, что вам понравится. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Ну а мы, наверное, продолжим. Давайте, я даже не знаю, честно говоря, как вот сравнивать и поступать сейчас с этими пайками. По всей видимости, давайте вот просто-напросто сейчас приготовим 2 основных блюда. Это у нас будет чили кон карне и сифуд, морепродукты. Вот это точно можно будет съесть, я просто уверен. 13 лет сухой вот такой вот дегидрированной пищи — это не срок. А вот что касается 45 лет просрочки, вдумайтесь, это почти полвека. То тут у меня возникает, конечно, сомнение, но если, на мой взгляд, на мои чувства и обоняние будет все нормально, я, естественно, попробую. Но как выглядит все это, я вам сейчас обязательно покажу. Итак, начнем мы, пожалуй, с пайка 2006 года. Я уже открыл. Здесь на самом деле, я не знаю, насколько вам хорошо будет видно, действительно такой, как будто сухари. Но я вижу здесь креветку. И еще написано, что там есть анчоусы. Вот это вот меня явно не радует. Давайте аккуратненько добавим горячей воды. Ну, я думаю, что вот столько как раз таки и хватит. И, как сказано в инструкции, надо его немножко взболтать и перемешать. Что делать крайне неудобно, потому что пакет становится очень горячим. Вполне возможно, кстати, что я с водой несколько переборщил. Ту же операцию провернем с пайком 1974 года. Здесь необходимо аккуратно открыть и не все так просто, друзья. Здесь еще один вот такой вот пакет, который, кстати, вот сейчас уже мне
крайне не внушает никакого доверия. Он явно какой-то маслянистый. И, как ни странно, сам по себе он уже открыт. Это своего рода пакет-тарелка. Здесь вы вот внизу видите картонную подкладку для того, чтобы, ну, вполне возможно, держать этот паёк. А на запах, кстати, достаточно ничего так. Я очень сильно предполагаю, что его тоже как-то надо размешать на самом деле. Потому что если его оставить в таком виде, как он сейчас есть, не размешивая, то в принципе он толком-то, ну, весь, по крайней мере, точно не приготовится. Так, я думаю, что еще надо добавить воды, потому что здесь остается достаточно сухой. Господи, вот и потекло. Вот здесь вот неудобно это делать, на самом деле. Вот здесь гораздо удобнее. Хотя тоже все спорно. По-моему, из чили кон карне я сделал неплохой такой супец. Итак, основное блюдо пайка 2006 года. Морепродукты. Достаточно большое по объему. Вижу какую-то зелень, кусочки мяса, ну или чего, рыбы, это не знаю, что это такое. В общем, какие-то морепродукты. Даже видны креветки здесь. Как это все будет на вкус вместе с этой, по всей видимости, какой-то сливочной подливой. Вот, кстати, креветочки. Я не знаю, но мы обязательно протестируем сейчас. Основное блюдо пайка 1974 года. Друзья, я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Видно, что вот здесь, если вы видите, не до конца это все приготовилось, потому что, по всей видимости, плохо размешал. Вот прекрасный пример тому. Много фасоли. Что вот это вот коричневое, подлива это или все-таки мясо, которое якобы должно идти в чили кон карне, я не знаю и не уверен. Но будем пробовать. Хотя на вид это явно не аппетитно. Ну а перед тем, как мы приступим пробовать главные блюда, я думаю, что надо приготовить себе кофе. Я уже развел лимонно-лаймовый напиток здесь. Кофе растворимый тип 1 из пайка 74 года. Не то чтобы я оттягиваю время теста главных блюд, нет. Я не знаю, видно вам на экране это сейчас или нет, но 45 лет пайку кофе, друзья, не спрессовалось, не хапануло влаги, до сих пор рассыпчатое. Но оно напоминает, знаете, как раньше было московское кофе в банках. Вот как порошок оно. То есть она не гранулами, а вполне нормальный порошок. Сливки туда же. Пакетик, кстати, внутри сливок фольгированный. И, ну, вы видите, я надеюсь, они абсолютно сухие, растворяются моментально. Даже ложкой, по большому счету, не надо мешать. Это нонсенс. Это old school, друзья. Это old school. Сахар. Очень мелкий. И вы видите это, да? Ничего не хапануло в этом пайке влаги. Все абсолютно в норме. Безумно приятный, красивый, насыщенный цвет кофе со сливками.
растворилось. Все просто. Все, моментально. Гениально. Это качество продуктов. Это реально качество. Так, 2006 год. Соль нам не надо. Нам нужен сахар. И тоже кофе. У меня сегодня прям кофейный день. Кофе Диарио. Здесь уже идет гранулированный кофе. Такой, как, знаете, 3 в 1 вот, в пакетиках. Тоже все с ним пока хорошо. Сливки. Также пакет фольгированный внутри. Сливки рассыпчатые. Замечательно. Кристально белый цвет у них. Ну и сахар. А сахар точно такой же по размеру. То есть гранулы такие же, как и в пайке 1974 года. И все тоже, блин, а вот по цвету они абсолютно одинаковые. Реально. Вот просто одинаковые. Муха пошла нафиг отсюда. Да, настало время? Вы думаете? Блин. Ну ладно. Раз уж вы так решили. Но я оставляю за собой право сначала попробовать блюдо. Главное из пайка 2006 года. Это морепродукты. 13-летнее время. Господи. Друзья. Ну, во-первых, вкусно. Во-вторых, реально морепродукты. Подлива, значит, здесь. Ну или соус после того, как вы все это приготовите. Он сливочный. Очень вкусный. Отчетливо чувствуется прям специи, зелень. Нереально. Присутствует прям рыба. Ну и там было написано анчоусы. Это меня не особо радует, честно говоря, потому что я как бы не любитель рыбы. Но здесь, вы знаете, соус чуть-чуть заглушает вкус вот самой рыбы. И все-таки какие-то специи. По крайней мере, отношение к рыбе в этом блюде я явно пересмотрел сейчас. Безумно вкусно. Безумно. Браво, ребята, браво. Но, добавив сюда чили, я абсолютно уверен, чили, которому 13 лет просрочки, пахнет уксусом. Но, честно говоря, даже свежий табаско все равно пахнет уксусом. Креветочка. Еще одна. Ваше здоровье. И, кстати, кто сейчас кушает, нереально приятного аппетита вам. Потому что, ну, мне приятно есть. О, да. Это атомный взрыв вкуса у тебя во рту. Такое блюдо надо научиться готовить дома. Господи. На самом деле сейчас я считаю, что данное блюдо намного вкуснее, намного приятнее, чем многие блюда, которые содержатся в стандартных американских омари. И твою мать, если это едят солдаты США, просто в пайках, безумно. Вот, товарищи, фирмы, которые делают сублимированную пищу, на рынок поставляют гражданские. Берите пример. Это восхитительно. Я извиняюсь за долгие такие вот эпитеты восторженные в сторону этого блюда, но это действительно вкусно. Хочешь попробовать? Больше? Нет?
Как хочешь. Зря отказался. Ну что ж, наступило время X, Ч, Х, Пи. Кто как сейчас думает, не знаю. Напоминаю, пайку 45 лет. Это какое-то безумие. Не, Натан, конечно, спасибо, что ты его прислал. Но... Смерти моей хочешь, да? На запах сначала. Друзья, не. На запах оно... На запах оно как кошачья еда. Причем не лучшего качества. Давайте хоть посмотрим, что здесь такое. Так, ну да, это, естественно, такое чили кон карне. Подлива, скорее всего, мясо, фасоль, как я и сказал, подлива. Но, к моему большому сожалению, есть я это не стану, потому что это явно уже просроченное. Так что тем, кто говорит, что сублимированные и дегидрированные блюда могут там храниться 50 лет, 100. Друзья, вакуумная упаковка была не нарушена. То есть вы сами видели, да, все в вакууме. Но блюду хана. Нет. Нет, простите. Я не могу себя переосилить, чтобы вот это вот съесть. Здоровье все-таки несколько дороже, чем хайп какой-то там на видео. Стив, конечно, сейчас подумает: Вася, ну ты слабак, тряпка. Ну, Стив, прости. Не. Не, все. Ой. Фу. В сторону, короче. Давайте определимся тогда уже с кофе. Ну, в общем, продолжим. А вот кофе, вы знаете, приятный. На удивление. Такой. Хотя, честно признаюсь, по вкусу они разнятся. Уж не знаю, потому что они просрочены оба или нет. Но вот этот кофе более крепкий. Он чувствуется прям как, ну, не вот эти современные кофе, вот эти вот в пакетиках. Тут более натуральный, что ли, вкус. Не такой, конечно, как свежемолотый кофе, но все же. Хороший кофе, зараза. 45 лет прошло, а все еще окей. Батончик. Бумага, кстати, это бумага. Это я сначала думал, что это полиэтилен, но на самом нет деле. Батончику, по всей видимости, ну, во-первых, он был, как вы видите, шоколадным. А внутри вот что так сильно пахнет кокосом. Не знаю, насколько вам хорошо, мои друзья, видно, но внутри была как раз таки вот эта вот кокосовая начинка, стружка. Пахнет прям кокосовым маслом.
Извиняюсь. Короче, ой, фу. Ну, во-первых, по всей видимости, надо было отключить микрофон. Во-вторых, надо было сполоснуть действительно полость рта, потому что такое ощущение, что ты съел какой-то кокосовый солидол, что ли. Очень неприятное ощущение сейчас во рту. Опять же, очень просроченный батончик, скажем так. Фу, господи. Но, скорее всего, в свое время он был очень-очень вкусный. Фу, мерзость. Так, салфетки. Салфетки по размеру, смотрите, точно такие же, как и в современных LRP. По размеру я имею в виду, но по цвету они отличаются. Кстати, количество их, вот если так визуально, точно такое же. Вот, пожалуйста. Мне жена скажет, что я просто лысый идиот, что попробовал вообще что-то с этого пайка, со старого. Давайте перейдем к более современному моему аналогу. Так, shortbread cookies. Здесь надо показывать. Сейчас я попытаюсь как-то это сделать. Я не знаю, что это за такие печенья шортбредовские, но показываю вам. Вот так они выглядят на самом деле. Это мне напоминает почему-то яичницу, которая, знаете, вот тоже дегидрированная. По всей видимости, просто печенька развалилась. Но она вкусная. Действительно такой, знаете, как это называется? Сухое, да, печенье, или как там? Песочное, во. Прикольно. Действительно вкусная штука. Так, Almonds. Опять же, все настолько плотно здесь упаковано в вакуумную упаковку. Прям молодцы. Ага. Я, честно говоря, не знаю, могут ли орехи испортиться со временем, особенно в вакуумной упаковке. Наверное, да. Запах, вы знаете, очень прям вот соль чувствуется, реально. Абсолютно сухие орехи. И, честно говоря, нельзя сказать, что они прям соленые какие-то, нет. Хорошо прожаренные. Здесь вот какая-то приправа насыпана. Вполне возможно, поэтому они называются смокет. То есть с дымком, да? Дымка я никакого не чувствую. Но орехи в целом неплохие. Фруктовый микс. Орехово-фруктовый микс. Но здесь пакетик открывается гораздо проще. И да, даже не знаю, как вам показать. В общем, надеюсь, что вам видно. Здесь у нас орехи, грецкий орех, что-то летает, кэшью, тот же самый Almond.
арахис, есть какая-то ягода, есть изюм. Это вкусно. Вот всегда в пайке, на самом деле, меня радует наличие каких-то орехов. Это нужно. Во-первых, они питательные, это углеводы. И на марше, когда тебе необходимо двигаться, но при этом чувство голода уже начинает потихонечку тебя одолевать, такая штука практически незаменима. И последнее, что у нас здесь осталось, это овощные крекеры. Что это такое? Я, честно говоря, не припомню. Хотя вполне возможно, они нам встречались в пайках. Да, скорее всего, встречались. И это у нас все рассыпается. Но стандартные крекеры, которые странно пахнут. С вашего позволения я попробую только вот этот маленький кусочек. Приятные, да? Их бы, знаете, с чем? С сыром чеддер. Вот тогда бы они зашли просто на ура. Итак, ну, ты сам все видел. А я на собственном опыте убедился в том, что 13 лет просрочки для пайка с блюдом дегидрированным, это в принципе нормально. При соблюдении двух условий. Первое — это правильное хранение. И второе — это если упаковка не нарушена. Однако 45 лет просрочки, друзья, это несколько все-таки многовато. Блюдо, точнее упаковка не была нарушена, но блюдо испортилось. И это факт. Я в этом, собственно, как говорится, ручно убедился. Ставить какие-то оценки в контексте сравнения двух этих пайков, мне кажется, было бы совершенно неправильным. Напиши, пожалуйста, в комментариях, согласен ты с этим со мной или нет. Но все-таки, что можно сказать о пайке 2006 года? На мой взгляд, я бы поставил смело 5. Особенно учитывая, что он был разработан для спецподразделений, которые действуют либо в тылу врага, либо уходят в какие-то дальние рейды. Ведь малый вес — это очень большое преимущество и играет огромную роль. Что касается пайка 1974 года, которому уже 45 лет, друзья, крайне сложно поставить какую-то оценку. Ну, во-первых, я его, скажем так, не распробовал. Да, конечно, он сильно отличается от своих, как говорится, сейчас собратьев, да, вот молодых. Но если мы вернемся хотя бы в тот же самый 74 год, то мне кажется, в то время этот паек, если не вызывал какой-то фурор, но, по крайней мере, солдаты, возможно, любили его. Потому что 308 грамм, друзья, 308 грамм — это очень легкий паек. Порцайку вы видели, да, вот в тарелке? То есть там реально дофига еды. Есть быстрые углеводы в виде батончика, и есть кофе, который тебя взбодрит. Мне кажется, для того времени это был достаточно хороший паек. Поэтому 4, я думаю, что он заслуживает. Надеюсь, вы со мной согласны. Если нет, пишите опять же в комментариях. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, друзья, как всегда, увидимся на поляне. Пока.